Всем привет! Мы сегодня с вами свяжем вот такой вот узор. Очень интересный и простой узор. Подойдет наверняка хорошо для шапок. Также можно использовать для детских вещей. Или же, например, для сумок, для подушек. Я вам желаю приятного просмотра. Петли для узора я уже набрала. Раппорт узора состоит здесь из 4 петель плюс 2 кромочные. То есть я набрала 20 петель плюс 2, 22 петли. Начинаем вязать первый ряд. Кромочную петлю я снимаю. И теперь провязываю первую петлю лицевой, вторую изнаночной. Это раппорт узора. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Лицевая, изнаночная, так повторяем. В конце ряда я вяжу 1 петлю изнаночной, и кромочную я провязываю лицевой. Ее можно также провязать изнаночной петлей, так как вы привыкли. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд, и все четные ряды мы вяжем так, как смотрят петли. То есть кромочную я снимаю. Нить у меня перед работой, так как я ее провязывала лицевой. И теперь вяжу все петли по рисунку практически, так как смотрят петли. То есть у меня сейчас получается 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная и так далее. И таким образом я вяжу до конца ряда. Чередуем 1 лицевую, 1 изнаночную. Поворачиваю вязание. И теперь мы с вами вяжем третий ряд. Кромочную петлю я снимаю. И теперь мы с вами поднимаем 1 петлю. Вот здесь вот под вот эту вот перемычку. Еще раз показываю. Вот здесь вот у нас вот эта вот нить. Сюда заводим спицу и поднимаем 1 петлю. Теперь провязываю 1 петлю лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую. И теперь вот эту петлю, которую мы подняли, я перетягиваю через все вот эти 3 петли. Вот таким вот образом. Теперь я провязываю 1 изнаночную. И теперь таким же образом вот здесь между петлями я поднимаю 1 петлю. Провязываю 3 петли, лицевая, изнаночная, лицевая. И вот эту поднятую петлю я перекидываю через все 3 петли. И продолжаем также вязать дальше. 1 изнаночная, поднимаю 1 петлю, лицевая, изнаночная, лицевая. И поднятую петлю я перекидываю через 3 петли. 1 изнаночная. Таким вот образом выглядит. Поднимаю опять 1 петлю. Провязываю 3 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая. Перекидываю петлю. Одна изнаночная. Поднимаю опять петлю. 3 провязываю. И перекидываю через 3 петли. И в конце ряда я провязываю изнаночную, и кромочную я провязываю лицевой. Ее можете также провязать изнаночной. Вот так выглядит ряд. Поворачиваем вязание. И 4-й ряд вяжем полностью все по рисунку. 1 петля лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И так продолжаем дальше. 1 лицевая, 1 изнаночная и так далее.
То есть мы чередуем петли лицевая и изнаночная. Поворачиваем вязание. И теперь вяжем 5-й ряд. Кромочную снимаю. 1 лицевая, 1 изнаночная. Теперь мы провязываем опять промежуточную петлю. Вот здесь, как мы уже делали. И теперь провязываем опять 3 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая. И промежуточную петлю мы опять перекидываем через 3 петли. И теперь повторяем. 1 изнаночная, вытягиваем промежуточную петлю, 3 петли провязываем, лицевая, изнаночная, лицевая, и перекидываем петлю через 3. 1 изнаночная. И таким образом вяжем дальше. Вытягиваем промежуточную, 3 петли провязываем по рисунку и перекидываем петлю. 1 изнаночная. И опять вытягиваем петлю, 3 провязываем, перекидываем. Теперь уже мы в конце ряда. 1 изнаночная. В конце ряда мы уже петлю промежуточную не вытягиваем. Я должна была вот здесь по рисунку вытянуть, а провязываю лицевая и изнаночная так по рисунку дальше. Разворачиваем вязание и следующий ряд вяжем опять все по рисунку. То есть кромочную петлю я снимаю и вяжу 1 первую лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и вяжем так до конца ряда. И теперь мы с вами повторяем все с 3-го ряда. Кромочную петлю я снимаю. Здесь сразу вот в начале я поднимаю 1 петлю, провязываю 3 петли, лицевая, изнаночная, лицевая, перекидываю поднятую петлю через 3 петли, 1 изнаночная, поднимаю опять 1 петлю, 3 петли провязываю, перекидываем петлю, 1 изнаночная. И так вяжем, продолжаем вязание. Вот таким образом выглядит. То есть мы с вами практически повторяем 3-й, 4-й, 5-й, 6-й ряды. Вот, я еще провяжу пару рядов, чтобы показать вам, как выглядит узор. Вот я связала немножко побольше. Вот таким образом выглядит узор. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей встречи.